Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана, и сегодня я вам расскажу, как посадить лилии, чтобы их цветение вас ошеломило. Именно в этом месте с двух сторон от живой изгороди из хакура нишики мы сегодня и будем сажать. А пока хочу отвлечься и сказать вам, что мой любимый горизонтальный можжевельник, о котором я спрашивала в прошлом видео, это принц Уэльский. Большинство из вас угадало. Сама посадка лилии ничего сложного не представляет. Тут главное знать, где сажать. Почему лилии надо пересаживать обязательно раз в 2 года. Сколько лилий в одну яму мы будем располагать, и почему я сажаю именно в этом месте. Посмотрите видео, там много полезного и интересного. А в конце я вам расскажу, как сама посадка проходит. Ну что, рада приветствовать вас в своем весеннем саду. Сегодня мы наконец-то можем посадить лилии. У меня это будут 2 лилии, ориентальные, махровые, розелия Аннушка и Талиса. Махровые 18 лепестков до 22 размеров, сам цветок большой. Но вначале я хотела рассказать не об этом, а о том, почему я выбрала именно эти места. 2 строго симметричных места. И куда вообще надо сажать лилии, и почему их надо пересаживать раз хотя бы в 2 года. А в помощниках у меня Деля, иди сюда. Иди, Адель и Миюшка. Так, ты меня снесешь. Значит, почему сюда? Потому что лилии вообще-то надо сажать в шаговой доступности. Буквально вот так вот. Шаг. Шаг сюда, шаг сюда. Почему? Потому что нам захочется их понюхать, наклониться и посмотреть этот цветок. Будем гулять с вами. И это будет красота неимоверная. В ногах у меня тут у них посажено с 2 сторон Quadra Seasons, почвопокровная роза, которую я сегодня открыла, и она отлично перезимовала. Вот тут длинный побег, сюда плеть пойдет, и вот тут у меня такая задумка. Эти лилии и розы Quadra Seasons очень перекликаются по цвету. Невероятно, прямо совпадают. Вот с этой особенно. Талиса. Будет красиво. Значит, первое я вам сказала, что в шаговой доступности. Год назад я посадила лилии, и осенью, кстати, все пересаживала. Решила, что я буду наблюдать и любоваться ими 3 метра. Вот там они были посажены, 3 метра от дорожки. И все равно я через всю клумбу шла к ним, чтобы посмотреть, полюбоваться самим цветком и посмотреть, какая она, какой высоты, как растет. И, в общем, все там перетоптала, поломала. И теперь я точно могу сказать, что лилии должны расти не очень далеко. Не прям под ногами, конечно. Немножко в стороне, в шаговой доступности. Это первое. Второе это то, что лилии надо сажать. Я тоже убедилась на своем опыте. Не среди роз. Вот эта одна розочка, это не показатель. Я их опять в прошлом же году посадила в розарии. Начиталась информации, что лилии как бы сменяют цветение роз. Одни заменяют другие. Вместе невероятно смотрятся они. Но я убедилась, что розы и лилии, когда они цветут одновременно, они ни те, ни другие не показывают себя во всей красе. Почему? Потому что, допустим, это у меня розоподобные лилии, много лепестков. Но даже если и какие-то ОТ
гибриды лилии, ну или любые другие, они когда цветут, они должны быть букет один, 2 букета рядом вы посадите. Розовый огромный цветущий букет ароматный и лилий. Во-первых, запахи перемешиваются, ароматы их. А во-вторых, просто ну, разброс такой перед глазами получается, что их невозможно красотой налюбоваться. Лучше всего лилии смотрятся, знаете где? На фоне хвойных или лиственных, допустим, спирея Golden Princess салатово-лимонная, и потом больше темно-салатовая, очень красиво. Хвойный, вот, кстати, новый житель в моем саду, я вам покажу. Впереди камеры у нас на фоне хвойной композиции. Тут у меня нидиформис, на фоне зеленого нидиформиса будет красиво. Среди хвойных и лиственных вот эти 2 гортензии с этой стороны посажены, они немного позже своими белыми большими шапками скроют нам сами стебли лилий, когда мы их обрежем. Мы же будем оставлять где-то полметра, чтобы луковица назрела. Так вот, листья эти перекроют нам, не будет акцента палок, торчащих из земли. А тут у меня еще посажено прямо рядом, тут и тут, я вам показывала, аллея из ивы куранишики. Как я ее сажала, это вообще отдельная история. Подстригла свой маленький кустик в штамп, решила оформить. А эти ветки не знала, куда воткнуть. Воткнула, тут у меня аллея. Я про это расскажу. Отдельная история. Адель, не надо туда яму. Адель, мы рассказываем про лилию. Значит, я сказала, чтобы стебли лилии после отцветания были скрыты, и в то же время лилии были отдельно. Ну и третье, что я хотела сказать, это то, что лилии обязательно надо сажать 3 или 5 штук. Ну и третий момент, на котором я обязательно хотела сконцентрировать ваше внимание. Обязательно, просто обязательно, не поскупитесь, сажайте лилии по 3, по 5, по 7 штук. Это просто невероятно красиво. Букет у вас такой, получается огромный букет. Потому что когда одну лилию мы сажаем, ой, ветер, будет нам слышно, не будет. Когда мы сажаем одну лилию в первый год, первый, второй, у меня луковицы небольшие, чтобы не переплачивать, потому что я много покупаю. Они нарастут, не переживайте, за один сезон уже будет у вас вот такая лилия. Так вот, в первый год лилии выдают только 2, ну или 3 цветочка, может даже и 1 цветочек. Ветки это я приготовила, мы будем меточки ставить, потому что я уже 1 пион загубила. Решила туда лилию сажать и перерубала просто. Обязательно вот эту меточку ставим мы. Так вот, сбилась. Почему, собственно говоря, 3 или 5 штук. Вот. Поймала нить, потому что через год ваша лилия уже будет вот такая. Вот такая. И через год уже на ней будет на каждой веточке 3-5 цветов. Вот представьте, у вас было 5 луковиц по цветочку, это 5 лилий, пусть даже и самых больших. Вот эти будут 22 сантиметра. Если мы их еще плантофолом побрызгаем, то это будет вообще нам счастье. Эти лилии, кстати, слабо ароматные. Сильно ароматные я не люблю. Так вот, опять мы сбились. А когда их 5 лилий, и на каждой по 5 цветов, это уже 25, это вот такая прямо шапка. Обязательно нам опору надо будет позже поставить. У нас там стучат, это уже стройки начали, солнышко, очки надо, вот так. Значит, мы посадили по 5 штук, у меня будет тут и тут, строго симметрично, повторюсь. А еще я хотела сказать, почему лилии я обязательно пересаживаю, ну,
не год в год, а через год. Получается, даже не 2. Допустим, вот весной я посажу, осенью я их трогать не буду, ну, исключая те, я посмотрю, если совсем они не к месту где-то растут, те пересажу. А на следующую, может быть, весну или осень. Но это максимум. Почему? Потому что такой случай один, я вам расскажу сейчас быстренько, который меня научил. Посадила я возле крыльца 3 года назад белые красивенные лилии. Посадила, они у меня год росли, 2 росли, уже стали большие, пушистые. Так, а ну идите сюда. Ми, а ну иди сюда. Что вы там? Иди сюда, иди сюда. Ми, ну. Давай, мама расскажет. И, в общем, через 2 года она уже таким букетом довольно большим была, и одна, и другая, но они по цвету немножко не совпадали. Решила их пересадить. Во-первых, что я яму вырыла, наверное, вот такую и выше колена. Одну лилию нашла, она была вот такая. Но я ее перерубала пополам благополучно лопатой. Кстати, ничего, все нормально. Если вы испортите немножко лилии, ничего страшного. А вторую не нашла. Выше колена яма, туда дерево можно было посадить. Лилии, у них есть такая способность. Они со временем, вот эта луковица, сейчас мы откроем, посмотрим ее, как и все луковичные корни, очень мощные корни. И она углубляется, как бы отталкивается от земли, упирается, чтобы вверх вырасти, чтобы росток выше ее был, цветок больше и красивее. И заглубляется. Со временем лилии заглубляются. Вы их, если 3 года не будете пересаживать, есть большая вероятность того, что и не найдете. Ну, хорошо, если найдете, но лучше не рисковать. Поэтому максимум раз в 2 года обязательно пересаживайте. Ну все. А то жалуйтесь, что видео длинные, получается, сейчас быстренько покажу. Тут ничего сложного. Как мы их будем сажать? Одни 5 штук с этой стороны, другие 5 штук с той стороны. Вот тут прикреплю картиночки, чтобы вам было красивее смотреть. Лилии, которые у меня уже растут. Там немного фотографий, штук 5. А вообще лилий в саду у меня очень много. Я осенью посадила почти 70 клубней. Сейчас вот пришло 45, по-моему. Ну, я их помногу сажаю в одну яму. В общем, будем любоваться очень скоро-скоро. Все, сейчас снимаю. Камеру сниму со штатива и покажу вам. Сама посадка дело не хитрое. Роем небольшую яму 50 на 50 сантиметров. Глубину рассчитывайте, какая у вас величина луковиц. 3 луковицы должно получаться по глубине. У меня вот такие. Сыпем на дно песочек, как дренажный слой. Совсем немножко золы. Лилии, как и пионы, любят, но немножко меньше золу. И располагаем их равномерно. У меня где-то сантиметров 15 между луковицами. И засыпаем плодородным грунтом. У меня грунт с углинок и немножко садовой земли. Сверху мульчируем. Обязательно поливаем и ставим метку, чтобы вот такая красота нас радовала уже через 3 месяца. Лилии в основном цветут после первой волны роз, где-то в июле. У меня лилий очень много. В прошлом году я захотела с крапом лилии посадить. Розовые, белые. Полюбуемся, я вам покажу. И по сортам обязательно расскажу, какие и как. Махровые. И не махровые. И вообще их очень много. Поэтому ждем лета и будем любоваться нашими цветами.